Человек, известный в истории как Аугусто Пиночет, был чилийским государственным и военным деятелем, который пришел к власти в результате военного переворота 1973 года вследствие свержения президента Сальвадора Альенде. Аугусто Пиночет родился в самом крупном портовом городе Чили – Вальпараисо. Его отец был служащим портовой таможни, а мать – домохозяйкой, которая воспитывала 6 детей, среди которых будущий глава государства был старшим. Аугусто был выходцем из среднего класса, и путь наверх могла открыть ему лишь служба в вооруженных силах, с которыми он по достижении 17 лет и связал свою судьбу. Поступил в пехотное училище в Сан-Бернардо, по окончанию которого он получил звание младшего офицера. Уже в 20-летнем возрасте Аугусто женился на Лусии Риатр Родригес, которая родила ему 5 детей. В 1948 году Пиночет поступил в высшую военную академию страны, которую окончил 3 года спустя. Теперь служба в воинских частях чередовалась у целеустремленного офицера с преподаванием в армейских учебных заведениях. Вскоре Аугусто опубликовал свою первую книгу, которая называлась «География Чили, Аргентины, Боливии и Перу». Защитил дипломную работу, получил звание бакалавра и поступил в школу права Чилийского университета, окончить которую ему так и не удалось. В 1956 году он был направлен в город Кито для оказания помощи в создании военной академии Эквадора. После возвращения в Чили он командовал полком, а позже бригадой и дивизией, занимался штабной работой, а также преподавал в военной академии. В это же время публиковал свою очередную работу «Эссе по изучению чилийской геополитики». В 1969 году ему было присвоено звание бригадного генерала, а через 2 года уже дивизионного генерала. В этом же году Пиночет заступил на должность командующего гарнизоном Сантьяго, что стало его первым назначением при правительстве народного единства во главе с президентом Сальвадором Альенде. В начале ноября 1972 года, будучи заместителем министра внутренних дел генерала Карлоса Пратса, стал исполняющим обязанности главнокомандующего сухопутными войсками. И уже в августе 1973 года военные во главе с Пиночетом организовали провокацию против генерала Пратса, который, сохраняя верность правительству народного единства, не выдержал травли и подал в отставку со всех постов. Президент Альенде назначил на его место генерала Пиночета. В том же году в Чили произошел военный переворот, одним из инициаторов которого был сам Аугусто. Это был не обычный мятеж гарнизонного типа, а хорошо спланированная военная операция, в центре которой была осуществлена комбинированная атака с применением артиллерии, авиации и пехоты. Президентский дворец был обстрелян ракетами, военными формированиями были заняты все государственные и правительственные учреждения. Некоторые офицеры, отказавшиеся поддерживать путч, были расстреляны. В результате военного переворота правительство народного единства с президентом Сальвадором Альенде было свергнуто. Была образована военная хунта, которую организовал и возглавил Аугусто Пиночет. Начиная с декабря 1974 года по март 1990 года пребывал на посту президента Чили, являясь одновременно главнокомандующим вооруженными силами страны. Со временем он сумел сосредоточить в своих руках всю полноту власти, устранив всех своих конкурентов. Пиночет принял закон о юридическом статусе правительственной хунты, в котором он провозглашался верховным носителем власти и был наделен широкими полномочиями, в том числе правом единолично объявлять осадное положение, одобрять или отменять любые законы, назначать и смещать судей. Его власть не ограничивалась ни парламентом, ни политическими партиями. С первых дней своего правления режим объявил состояние внутренней войны. Пиночет заявил: «Из всех наших врагов главным и наиболее опасным является коммунистическая партия. Мы должны разрушить ее сейчас, пока она реорганизуется по всей стране. Если нам не удастся, она рано или поздно уничтожит нас». Были ликвидированы военные трибуналы, созданы тайные центры пыток и несколько концлагерей для политзаключенных, в которых проводились казни наиболее опасных из противников военного режима. В области экономики выбрал наиболее радикальный путь чистой транснационализации.
Чили – страна собственников, а не пролетариев, не уставал повторять Пиночет. Вокруг него сложилась группа чилийских экономистов, многие из которых учились в Чикаго под руководством Нобелевского лауреата профессора Фридмана и Арнольда Фарбергера. Они разработали применительно к Чили программу перехода к свободной рыночной экономике. Сам Фридман придавал большое значение чилийскому эксперименту и неоднократно посещал страну. Вскоре после кратковременного подъема экономическая ситуация в стране вновь ухудшилась. Тогда же Пиночет отказался рассматривать национальное соглашение о переходе к демократии. В начале июля 1986 года в Чили прошла всеобщая забастовка. На плебисциде, как показали подсчеты, около 55% избирателей отдали свои голоса против диктатора. За предоставление Пиночету возможности находиться во главе Чили еще 8 лет высказалось свыше 43% избирателей. Уже через 2 недели после плебисцита был смещен со своего поста близкий друг и соратник Пиночета Серхио Фернандес, который был объявлен чуть ли не главным виновником поражения. Вместе с Фернандесом глава хунты сместил еще 8 министров, проведя тем самым крупную чистку в правительстве. Выступая по радио и телевидению, Пиночет оценил итоги голосования как ошибку чилийцев, однако заявил, что признает вердикт избирателей и будет уважать результаты голосования. 11 марта 1990 года к власти пришло демократическое правительство во главе с Патрисио Эльвином. Пиночет ушел с поста президента, но остался главнокомандующим сухопутными войсками и сохранил свое влияние в политической жизни страны. Его авторитет продолжал падать. Опрос общественного мнения, проведенный в 1992 году, показал, что ему отдали свои голоса только 20% опрошенных. Эльвин же получил 70%. Были у генерала проблемы и за рубежом. В 1991 году сорвалось его европейское турне, поскольку уже в самом его начале, когда Пиночет находился в Великобритании, ни один из официальных представителей его не принял. Между тем правительство Эльвина продолжало прежний курс на неолиберальную модернизацию страны. Новый президент не раз отмечал, что военная диктатура оставила ему правительству не лучшее экономическое наследство. Высокий бюджетный дефицит, инфляция, безработица, низкий уровень жизни населения. Вместе тем отдавалось должное сдвигам к лучшему в экономике, которых сумел добиться Пиночет. Попытки расследования деятельности Пиночета и его ближайшего окружения в этот период не давали результата, так как, пользуясь своим влиянием и силовым аппаратом, тот активно препятствовал этому, устраивая политические инциденты. В начале 1998 года Пиночет ушел в отставку с поста командующего сухопутными войсками, однако оставался в соответствии с Конституцией пожизненным сенатором. 3 декабря 2006 года он перенес тяжелый инфаркт, и уже 10 декабря он умер в госпитале Сантьяго. По имеющимся данным, его тело было кремировано, государственных похорон и траура не было, ему оказали только воинские почести. После смерти бывшего диктатора чилийское общество оказалось расколотым. 11 декабря Сантьяго было ознаменовано многолюдными ликующими выступлениями противников Пиночета с одной стороны и не менее многолюдными траурными собраниями сторонников покойного с другой. История показала, что Пиночет подвергался критике за нарушение прав человека и репрессии, однако в то же время эта экономическая политика была признана успешной и прогрессивной. Аугусто Пиночет был одной из самых значительных фигур в истории Южной Америки в 20 веке и единственная наиболее значимая личность в современной истории Чили.